Это Дэвид Нивенхуэс. Он является 4-кратным преступником, живущим в Маунт-Лейк-Террас, небольшом поселке к северу от Сиэтла. Дэвид жил в одном доме со своим сыном, который скончался примерно за неделю до рассматриваемого убийства. Смерть его сына была вызвана передозировкой наркотиками, и в которой он обвинил подругу сына Кэндис Блэк, поскольку подозревал ее в торговле запрещенными веществами. Вскоре после этих событий Дэвид начал часто звонить и писать Кэндис, прося ее приехать. Это был его коварный план, в результате которого через 6 часов после ее приезда в дом мужчины прибыла полиция и взяла его под стражу по обвинению в убийстве. Мы находимся тут для того, чтобы поговорить с вами о том, что произошло сегодня вечером. Вы хотите поговорить с нами об этом? Наверное. В самом начале вы, похоже, поссорились с Кэндис? Я бы не сказал, что мы спорили. Мы говорили о том, что произошло за последний год. Мы говорили о вещах, которые я нашел в своем доме после того, как мой сын умер в прошлую субботу ночью. В воскресенье? Прошлую субботу. О, я не знал об этом. Они курили там всякое. Я нашел несколько маленьких пакетиков. Думаю, это был героин. В любом случае, они вернули его. Она была в больнице до вечера пятницы, когда он стал донором органов. И я пытался уговорить ее приехать и забрать свои вещи. Представьте, что ваш сын умер меньше недели назад, а вещи его девушки все еще в вашем доме. Вы обижены на нее и частично вините ее в смерти вашего сына. Безусловно, это неприятная ситуация, и вы все равно захотите убрать это из своего дома, потому что оно напоминает о трагедии, которой она, возможно, причастна. Можно, конечно, просто вынести все ее вещи на улицу, оставить их на лужайке и написать ей сообщение о том, что она может забрать их, если захочет. Очень маловероятное действие – это позвонить этой девушке и сказать, чтобы она пришла и забрала свои вещи. Но я думаю, вы согласитесь с тем, что большинство людей после смерти своего близкого не будут первым делом решать подобные вопросы. Тот факт, что Дэвид активно связывался с Кэндис, приглашая ее к себе, помогает детективам построить дело как убийство первой степени или преднамеренное убийство, поскольку это заставляет думать, что истинное намерение Дэвида было предположительно добиться физического контакта с Кэндис с целью насильственного возмездия. Я нашел несколько тетрадей. Я думаю, что я пытался позвонить вам, ребята, в начале этой недели. Я говорил с администратором, и она соединила меня с автоответчиком. Я думал, что оставил сообщение, но никто так и не дозвонился до меня. Когда она говорила о жизни моего сына за последние 1,5 года или около того, я обратил ее внимание на то, что они торговали наркотиками прямо из моего дома, выходя и входя через окно их спальни. Я сказал ей, что собираюсь позвонить в полицию и рассказать об этом. Другой возможный мотив звонка Кэндис – это шантаж. Дэвид делает неправдоподобное заявление о том, что он пытался связаться с полицией, как будто сообщение о преступлении требует прохождения через различные уровни бюрократии. Более вероятно то, что Дэвид показывал Кэндис их тетрадь, в которой были записаны все их сделки по продаже запрещенных веществ в качестве формы шантажа. Если бы Дэвид действительно хотел сообщить о преступной деятельности Кэндис в полицию, он бы это сделал, особенно учитывая импульсивное эмоциональное состояние, в котором находился после смерти сына.
Учитывая, что в прошлом Дэвид совершал преступления сексуального характера, не безосновательно полагать, что он пытался шантажировать девушку своего сына. Я зашел в ванную, вернулся, сел на диван и просто смотрел вниз. Вот так. Я просто был в шоке, я много плакал последнюю неделю. Вы знаете, вся моя жизнь крутилась вокруг моего сына, начиная с 2006 года, когда он ко мне переехал. И она просто ударила меня айпадом. Я не знаю точно, к чему это привело, но я пытался оттащить ее от себя. Она просто невероятно сильная. Вы можете подумать, что Кэндис Блэк – хрупкая, невинная девушка 20 с небольшим лет. Но не стоит ее недооценивать, это Кэндис. Она фанатка дедлифтинга, а ее хобби – боевые искусства. Ой, стоп, я неправильно прочитал большую часть информации, на самом деле это Кэндис. Она фанатка Диснея, ее хобби – искусство, например, рисование. И она любит своего домашнего питомца, кота по имени Пуки. Кроме того, у нее болезнь Крона, которая может привести к хронической усталости. И я не думаю, что она сильный боец. Трудно понять, к чему Дэвид вел свое повествование о том, что маленькая Кэнди с айпадом представляет угрозу жизни и смерти для четырехкратного преступника, который хранит оружие за своей дверью. За моей дверью у меня всегда была дубинка. Еще у меня есть мечи, и я держал один из них за дверью, просто для защиты дома. Я зарегистрированный сексуальный преступник и не могу иметь огнестрельного оружия. Вы можете заметить, что Дэвид рассказывает подробности, о которых не спрашивают. У него было 6 часов с момента убийства Кэндис до прибытия полиции к его дому. И он мог потратить это время на подготовку истории, даже если его история не особенно хороша. Тот факт, что он отрепетировал ее, означает, что он будет менее склонен давать детективу несоответствия, которые впоследствии могут быть использованы против него. Если вы не верите, что этот жалкий повод для рассказа был отрепетирован, вам нужно всего лишь послушать, что он сказал полиции, когда его арестовали. Он использует точно такие же слова и дает детали точно в таком же порядке. Вы хотите поговорить со мной сейчас? У них есть некоторые факты, но они не знают, что происходило. Она пришла со своими вещами в 6 часов или около того. Мы поговорили пару часов. Вы знаете, я нашел какие-то тетради, они торговали наркотиками. Вы знаете, мой сын был хорошим, он никогда не попадал в неприятности, ничего подобного. Я обвинял ее в этом. Вы знаете, я пошел в ванную, вышел обратно и сел на диван. Я опустил голову и просто получил удар прямо в лоб айпадом. И тогда, я не знаю, я подумал, что... Окей. И она была невероятно сильной. Она маленькая, то есть она меня одолевала. Окей. У меня была дубинка за дверью. Еще у меня есть мечи, и я держал один из них за дверью. Никакого другого оружия у меня нет. Этот район – страшное место. Там много наркоманов, много домашних краж и прочего. Так что я всегда держал его за дверью. Знаете, в конце концов я схватил его и ударил ее им. Я ударил ее им несколько раз, просто пытаясь защититься, пытаясь оттащить ее от меня. Я больше ничего не знаю. Могу я вернуться немного назад и задать вам пару вопросов? Да. Как насчет того, что вы можете просто провести нас через ваш вечер? То есть, примерно с 8-9 часов, как бы начать с этого. И просто дать нам временную шкалу того, что происходило. Вы оба были дома весь вечер? Нет, она не была дома с тех пор, как все случилось с моим сыном. А затем я отправлял ей сообщение, пытаясь заставить ее приехать за своими личными вещами. Окей.
Я сказал ей, что она может забрать свои вещи. Я не хотел, чтобы она забирала личные вещи Кайла. Да, она должна была приехать около полудня, но приехала около 4 или 5. И после того, как это случилось, она пришла туда около 4 или 5. И что произошло за оставшуюся часть вечера? Ну, знаете, пару часов мы разговаривали, наверное. Хорошо, так о чем вы говорили? Думаю, я только что объяснил все это. О торговле наркотиками и о том, участие в наркоторговле. Окей. Я спросил ее, почему она не позвала на помощь, когда мой сын умирал на полу. Как проходил разговор? Вы спорили или просто разговаривали? Только говорили и плакали в перерывах. Плакали оба? Да, она плакала, когда я спрашивал ее, почему она не помогла моему сыну. Что она сказала по этому поводу? Она сказала, знаешь, когда они переехали в мой дом, я дал им одно правило. Я сказал, что мне все равно, что они делают, просто не ходите по дому после полуночи, потому что в это время я сплю. Поэтому она, наверное, не хотела меня будить. Или, может, Кайл сказал что-то об этом перед смертью, я не знаю. Значит, в тот момент, когда вы вышли из ванной и сели на диван, вы разговаривали уже пару часов. Да. И что, по-вашему, побудило ее разозлиться на вас и ударить? Единственное, что приходит в голову, это то, что я сказал, что пойду в полицию. У меня были эти тетради, которые лежали передо мной раскрытыми. Я не знаю. Тетради, о которых вы говорили? Да. Окей. Я имею в виду, что это похоже на торговлю наркотиками в стиле мафии, из того, что я видел в фильмах, я не знаю. Где сейчас эти тетради? Их бросили на мою подъездную дорожку. Хорошо, так когда она ударила тебя, куда она попала? Где-то прямо в этом районе. Айпадом? Да. А где сейчас айпад? Я думаю, на журнальном столике. Была ли у вашего сына и у нее своя спальня? Да. Окей, и как долго она там жила? Она переехала к Кайлу около года назад, возможно, в августе 2017 года. Кто-нибудь еще жил там? Нет. Когда она приехала вечером, как она добралась? Или у нее есть машина? Она не так часто водит машину. Я не знаю, брала ли она такси или приехала на автобусе. Что она принесла с собой? У нее был просто маленький чемоданчик на колесиках. Я думаю, что iPad был у меня дома некоторое время. Думаю, с прошлых выходных. Что у нее есть в твоем доме? Все ее вещи? Все ее вещи. Что она говорила, когда вы ссорились? Она говорила что-нибудь или просто... Я не помню. Она просто начала бить тебя. Ударила меня по лицу. Она когда-нибудь нападала на вас раньше? Нет, она всегда была милой и дружелюбной, мы всегда ладили. Ты думаешь, она под кайфом? Я думаю, что да. Я не знаю, я курил травку, это все, что я делал. Я не пью, потому что моя жена умерла от алкоголя. Как ты думаешь, сколько раз она тебя ударила? Один раз этим айпадом, а потом пару раз руками. Руками? Да. И куда она ударила тебя айпадом? Прямо по передней части головы? Я думаю, что да.
Куда она била руками? В области груди, ближе к горлу, наверное. И что заставило ее перестать бить тебя? Я ударил ее дубинкой. Хорошо. Как это произошло и как ты достал дубинку? Я не знаю, сэр. Окей. Все как в тумане. Она годами стояла за моей дверью. За дверью вашей спальни? Нет, в гостиной. Окей. И когда вы, ребята, ссоритесь, все это происходит в гостиной? Да. Она пыталась уйти, или, может быть, вы пытались уйти? Мы оба оказались на улице, на подъездной дорожке. Как вы оказались снаружи? Я не знаю точно. Хорошо, где ты был, когда впервые ударил ее дубинкой? В доме возле входной двери. Она оставила iPad в гостиной, верно? Я думаю, он просто упал после того, как она его уронила. Я не знаю. А потом она очень разозлилась. Кто-нибудь из соседей выходил? Нет, насколько я знаю. Я так не думаю. Я думал, что кто-то должен был что-то увидеть. Я просто пошел, сел на диван и ждал. Вы вызвали полицию? Я сделал это в полночь или около того, когда проснулся. Когда все это случилось? Я не знаю точного времени. Как долго это, по-твоему, длилось? Я имею в виду, это могло быть около 5 или 6 часов. Вы думаете, она была на улице с 5 или 6 до полуночи? Думаю, да. А ты проверял ее? Я не знаю, я сел на диван, мое сердце было таким, как будто оно сейчас взорвется, и я просто сидел там потрясенный. А потом я, должно быть, заснул. Когда проснулся, я послал сообщение маме, а затем позвонил в 911. Как зовут твою маму? Бонни. Где она живет? Она живет с моим братом в Эверетт. Окей, у тебя есть номер ее телефона? Сейчас нет. Когда вы вышли обратно, она была там. Вы ожидали увидеть ее? Думали ли вы, что она уйдет? Что ты имеешь в виду, когда я вернулся? Когда вы ударили ее палкой, вы думали, что с ней все будет в порядке или... Я не знаю, что я думал после того, как она ударила меня. И я боролся за, как я думал, свою жизнь. Я просто не знаю, что чувствовал в этот момент. Если ты не помнишь, я имею в виду, если ты не помнишь, это нормально. Хорошо, я знаю. Позвольте мне спросить, может быть, это немного поможет? Первый раз, когда вы пытались защитить себя, ударив ее, это было внутри. А потом она начала уходить, у нее были с собой сумки, и она начала выносить их на улицу. Или они уже были на улице в этот момент. Когда я зашел в дом, я выбросил их на улицу, чтобы, если она вернется, я думаю, ей пришлось бы зайти за вещами. А после того, как она вышла на улицу, вы пошли за ней? Я думаю, что драка продолжалась до подъездной дорожки. Хорошо, вы прошли почти весь путь до подъездной дорожки. Там все закончилось, и вы вернулись домой. Думаю, да. После того, как она упала, вы били ее еще? Возможно, да, один раз. Сколько раз всего, как вы думаете, вы ударили ее дубинкой? Я понятия не имею, сколько раз. Хорошо. Пока она лежала на земле и вы били ее дубинкой, вы можете вспомнить, что вы думали в этот момент? Я не знаю. Окей. И что ты сделал с этой дубинкой после этого? Это была не дубинка. А что? Палка от клена, который рос у меня во дворе, я его срубил. Хорошо, что ты с этим сделал? Я выкинул ее. Рядом с тем местом, где она была? Да. Вы работаете? Не, не совсем. Окей. Я работал на прошлой неделе в среду, четверг, пятницу и субботу. У вас есть камеры наблюдения снаружи дома? Нет. Знаете ли вы соседей, у которых они есть? Знаю. Хорошо ли вы знаете своих соседей?
Ну, довольно хорошо. То есть я там не самый новый человек. Я работаю там уже 12 лет. Хорошо. Так где твой телефон? Они забрали его с собой или что-то в этом роде? Я был на линии со службой спасения. Думаю, я просто оставил его на своем кожаном пуфике, когда увидел мигалки возле своего дома. Что ты им сказал, когда позвонил? Я рассказал им все, что случилось. В тот момент вы уже знали, что она мертва? Да. Вы говорили с кем-нибудь еще между тем, как позвонили в полицию, только чтобы написать маме? Ваша мама перезвонила вам? Я так не думаю. Я не смотрел на телефон и не думал о нем вообще. У вас довольно хорошие отношения с мамой. Есть ли что-то еще, что, по вашему мнению, мы должны знать? Я не знаю. Вы всегда хорошо с ней ладили или как? Довольно долго. Ты знаешь, когда она только начала встречаться, она и Кайл поссорились. Я сказал ей, что если Кайл когда-нибудь обидит тебя или еще что-нибудь, дай мне знать. Я не воспитывал его так. Ты знаешь, я всегда думал, что она может прийти ко мне, если что-то произойдет. Это заявление подтверждает мою теорию о том, что Дэвид мог быть увлечен Кэндис. Если вы не воспитывали своего сына в духе насилия, почему его поведение в таком ключе должно вас волновать? Более того, романтически настроенные пары склонны решать свои проблемы сами, а не через родителей своего возлюбленного. Дэвид, вероятно, увидел редкую возможность получить доступ к молодой женщине. Его настоятельная просьба Кэндис приехать к нему домой после смерти сына и упоминание о тетради указывают на другую историю, чем ту, которую он рассказывал. Одна очень вероятная версия заключается в том, что он пытался шантажировать Кэндис отношениями, обвиняя в торговле наркотиками. И когда она отвергла предложение Дэвида, началась драка. Я задам вам пару сложных вопросов, хорошо? Я понимаю, что вначале вас били и вы пытались защищаться. Дошли ли вы до момента, когда почувствовали, что, возможно, сила, которую вы применяете, не соответствует силе девушки? После нападения? Да. Я думаю, что после того, как она постоянно пыталась бороться со мной, я впал в ярость и потерял контроль. Окей. Вот что я думаю. И потом, когда она пыталась уйти, когда вы сейчас вспоминаете об этом, думаете ли вы, что это было правильное решение пойти за ней? Я не думал об этом, все было быстро. Потому что ты был в гневе? Думаю, да. Окей. Я боролся за свою жизнь с самого начала, и я не знаю, почему я не прекратил борьбу в какой-то момент. Когда она выходила из дома, вы заметили, что она сильно пострадала? Или в тот момент вам показалось, что все не так плохо? Она все еще пыталась бороться и причинить мне боль, когда уходила из моего дома. Она говорила что-нибудь? Я имею в виду, она не кричала на тебя или... Вы вообще хотели убить ее или были так злы на нее? Нет? Она говорила, что собирается лечь в реабилитационную клинику. Она записана на вторник или что-то вроде того, чтобы пройти детоксикацию. Вы когда-нибудь угрожали причинить ей боль раньше? Никогда? Были ли у вас в жизни моменты, когда вы впадали в ярость? Вы теряли самообладание в прошлом? Я никогда не слушал никого в своей жизни. Я кричал и вопил так, что меня трясло от бешенства.
но никогда никого не трогал, никогда ни на кого не нападал. Когда я учился в школе, я получил пару ударов кулаком. Я никогда не нападал, не был жестоким или что-то в этом роде. Моя жена погнула свою алюминиевую трость об мою голову. Она была алкоголичкой, и через 3 дня я согнул ее обратно, чтобы она могла снова ходить. На моей двери есть следы от горсти угольков, которые она бросила в меня. Я не такой, я никогда никому не причинял вреда. Употребляете ли вы вообще алкоголь? Никогда. Может, ты просто куришь марихуану? Ну, когда я ездил на Аляску, я выкуривал по 2-3 дозы за неделю. Когда вы в последний раз? Я не знаю, сегодня вечером. Хорошо, до того, как она пришла к вам. Да. Она заходила в свою спальню, когда приехала. Она могла туда пойти, пока я был в ванной, но я думаю, что она все время была в гостиной. У вас есть идеи, что произойдет дальше? Я не знаю. Хорошо, мы должны расследовать это и посмотреть. Итак, вы никогда не планировали это, правильно или нет? Нет. В какое время вы написали ей СМС с просьбой приехать или позвонили ей? Вы помните? Это было в начале дня? Да, это было намного раньше, чем ты ей написал? Да, я еще разговаривал с ней по телефону. Когда ты сказал ей приехать, ты сказал, чтобы она приехала и забрала свои вещи, верно? Да. Хорошо. Сделаем перерыв. Хотите кофе или что-нибудь еще? Это было бы здорово. Несмотря на то, что моя теория шантажа кажется наиболее вероятной, по крайней мере на мой взгляд, прокуроры выбрали версию о мести. В конечном счете их версия имеет больше смысла с юридической точки зрения, поскольку они могут утверждать, что это убийство первой степени, то есть преднамеренное убийство. В то время как версия о шантаже была только убийством второй степени, то есть непреднамеренным убийством. Защита Дэвида настаивала на непредумышленном убийстве. То есть они хотели, чтобы присяжные поверили, что Дэвид хотел отбить Кэндис в целях самообороны и не собирался ее убивать. Это был бесполезный аргумент, поскольку Дэвид признался полиции, что продолжал бить Кэндис не только после того, как она покинула его дом, но даже после того, как она лежала без сознания на земле. Он оставил ее в таком положении на целых 6 часов. В итоге Дэвид был осужден за убийство второй степени и получил 23 года тюрьмы. Этому сексуальному преступнику будет 69 лет, когда он выйдет из тюрьмы, что довольно забавно. Но тот факт, что он 5-кратный преступник и вернется на улицы, гораздо менее забавен. Как вы могли заметить, это первое видео в жанре допросов. Если вам оно понравилось, то подписывайтесь на мой YouTube канал, ставьте лайки и оставляйте свое мнение в комментариях. Встретимся в новых выпусках, не прощаемся.